Родился я в Затоболовке. Это деревня с населением 30 тысяч человек, наверное. Недалеко от Кустаная, в Казахстане. Мама отправила меня учиться в Екатеринбург. Вот здесь все и понеслось. Вся жизнь началась. Все творчество. Я ушел от живописи. Вот эти вот натюрморты писать, все такое. Увидел, как тут местные ребята рисуют граффити, клеят стикеры всякие разные. Я до этого, в Затоболовке-то это вряд ли ты увидишь. Там деревня, там какая краска. Я подумал, что чё бы и нет. Может мне тоже что-нибудь такое начать мутить. А учился я при этом на промышленного дизайнера. Это, наверное, ответочка была. Как аллергическая реакция на промышленный дизайн. С родителями у нас все вроде бы хорошо, но расстояние, конечно, оно влияет на наше мировоззрение, на наши политические взгляды. Но мы с родителями условились, что не будем ни религию обсуждать, ни политику, и тогда у нас все будет мирно. Ну, иногда всплывает, конечно, вопрос. А в плане творчества родители, может, что-то и не понимают, но они знают, что я в этом. Я это люблю, и они все в целом они поддерживают. Рады, что я занимаюсь любимым делом. В детстве у нас художественная школа была, и я вот туда рвался. И у мамы не было никаких вопросов. Она такая: да, хочешь, иди, все. Все, что я просил, краска, там, не знаю, карандаши, любые, все, что она могла себе позволить. Может, она себя в чем-то ущемляла, но мне она всегда все давала. Вопрос об эмиграции у меня постоянно всплывает, постоянно он есть, но с каждым годом я понимаю, что Россия идеальное место, чтобы делать что-то, развивать что-то, какой-то бизнес вести. А в Европу и за границу можно просто летать, отдыхать, брать опыт и привозить его обратно на вторую мою родину, Россию. Везде есть процент говнюков. Они просто яркие. На 100 человек может быть один говнюк, но он настолько заметен, что ты думаешь: вот русские унылые, прям бухают все. Да нет, это один человек из 100 бухает там по-черному и ведет себя как говно. Я даже не знаю, что в этом городе меня так привлекает, почему я до сих пор здесь. Зарплата у меня, например, московская какая-нибудь, а живу я по ценам екатеринбургским, так что вполне вообще все устраивает. Тут дешево студию свою держать. Если какая-то выставка в Москве, то ты взял на самолет за 4000 рублей, все, ты уже в Москве. И тебе не надо постоянно мегаполис это слушать. Йобург — хорошая деревня. Позитив в моих работах — это спасение. Я наоборот, с виду, может, я и позитивный человек, но внутри та еще какашка. Серые постоянно говорят, что что-то там негатив какой-то ищу. Поэтому в работах все максимально ядерные цвета, максимально радостно что-то. Улыбки везде. Это альтер-эго, которое спасает. Постоянно в какую-то политику смотрю, что происходит. А в творчестве я нахожу спасение, наоборот. Что в жизни вот что-то там, кто-то разворовал бюджет, что-то можно было построить. Ты такой накручиваешь, потом пришел, холст помазал с яркими цветами. Такой: вау, весело, все хорошо, что ты паришься, позитивчик. Горошек нарисовал, все красиво. Я очень сожалею о том перерыве, от той стагнации, которую допустил
между 11 годом и 18. Но я как-то запустил, что-то там, и работа какая-то появилась. Думал в брендинг уйти, еще что-то иллюстрации делать. Ну там еще и кризисы эти всякие навалились. Думал, кому оно надо, все вообще забичуганились, какие нафиг игрушки, дурачок. Но можно было продолжить их делать здесь, и Европа это очень понимает. Азиаты это все очень едят без хлеба. Им это все очень нравится. Все эти игрушки. У меня азиаты очень много подписаны, смотрят, что-то там на своем пишут. Если сейчас сделаю маленькие такие проекты, вот Курлык, например, у него размер 30 сантиметров, дальше, надеюсь, метровые будут какие-то проекты, а потом, может, статую какой-нибудь, вместо Ленина поставят моего Курлыка, вот будет замечательно. Наверное, я бы хотел за 5 лет, чтобы у меня мое творчество 100% обеспечивало меня. Чтобы мне не надо было работать какие-то посторонние проекты, чтобы я занимался только игрушки, если я делаю, чтобы 100% меня обеспечивали. И покушать, и попутешествовать, и все. Это было бы вообще огонь. Это бред, что ты для себя делаешь. Нет, ты для кого-то делаешь. Для мамы, для папы, для жены, для всех, чтобы одобрение какое-то получить. Это ж кайф. Конкуренция кайф, лайки кайф. Все ради этого и делается. Ну, если бы я для себя чисто делал, я бы сейчас ничего бы не делал. Для себя я бы на диване полежал.